Что касается психологии, то социальные и культурные факторы как раз-таки влияют именно здесь. Перегруженный темп жизни, завышенные ожидания от себя, завышенные ожидания от вашего окружения, постоянная борьба в лидерстве повышает уровень тревожности и делает из вас невротика. Также сюда мы приписываем детские установки, когда родители вбивали вам, что нужно быть лучшим, почему у тебя 9, а не 10, а вот Петя написал контрольную лучше тебя, а вот тот мальчик прыгает дальше тебя. Ну, вы поняли. Еще один социальный аспект, который влияет непосредственно на нашу психику, это не ошибаться. Я, как сейчас, помню, что когда я в детстве писала там всякие эти прописи, делала домашку, мама стояла сверху, и как только я вела как-то не очень красиво, мама сверху такая: куда повела? И я всегда, прям как сейчас помню, постоянно дергалась, что я пишу как-то не так, никуда, не туда веду. А я была ленивой и вообще не хотела делать эти дебильные прописи. Отсюда, естественно, стресс. И если постоянно вам запрещали делать ошибки и говорили: а иди отсюда, я лучше сама сделаю, то привет, это негативная установка. С этим можно работать при помощи нейрографики в том числе. Еще одна догма социальная — это «ты должен». Тоже тянется из детства, да? Ты должен быть хорошим учеником, ты должен быть хорошим ребенком, ты должен быть хорошим другом, ты должен быть удобный, ты должен. На самом деле ничего никому вы по факту не должны. У меня даже друг был, который говорил: я никому ничего не должен. Жить так, наверное, проще, но я понимаю, поскольку мы живем в социуме, мы все равно хотим быть полезными, дружелюбными, удобными, но всему есть свои рамки и ограничения. Поэтому знайте свои границы, поймите, как с вами можно, как с вами нельзя, чего вы кому действительно должны, а должны вы в первую очередь себе, держать свое физическое, ментальное, психологическое здоровье в норме. Тогда вы сможете быть полезными для общества, вашей семьи, друзей и так далее. Если вы не знаете своих границ, не можете с ними разобраться, приходите, мы с этим поработаем. Как работает наш мозг при стрессе и тревоге, как нейрографика на это влияет, я обязательно расскажу в следующих видео.